Сегодня реально очень классная погодка. Может, скатаемся в наше любимое место? Давай. Ты сразу понял, о чем я, да? Конечно. Попьем кофеечек. Точно, поехали с нами. Я уверена, это топ-3 локации, куда стоит съездить, если ты живешь в Дортмунде. Места находятся в часе езды от Дортмунда, идеальные для короткого путешествия выходного дня. Каждая из этих локаций по-своему уникальна. И первое место – это замок Фишерунг. Замок, который находится на воде, имеет уникальный уютный дворик, а также у него своя атмосфера и энергетика. Вторая локация – Skywalk в Виллинджене. Подвесной мост на высоте 100 метров. Это место не только живописное, но имеет капельку экстрима. И третья локация – это озеро Хена. Это огромнейший искусственный водоем, на дне которого находится затопленная деревня. Также это место с живописной и красивой природой. Ну что, погнали с нами? А мы уже в пути на первую локацию, и это будет Вишерунг Кастл, который находится в Людингхаузене. Чем нравится этот замок? Тем, что там очень вкусный кофе, приятная кафешка на территории, а также есть пекарня просто с ароматными булочками, хлебушками, которые разносят аромат просто по всему замку. Поэтому увидимся там. Так приятно здесь находиться, солнечно, вообще прекрасная погода, нам действительно повезло очень с погодой. И вот, собственно, мы уже в самом замке, на территории, во дворе, и открывается вот такой вот вид. Небольшая пекарня, вот, собственно, сам замок и очень уютная кафешка. И как-то так получается, что здесь как будто бы место специально имеет какую-то свою атмосферу, потому что когда не приедем, вот сколько раз мы уже были, и здесь всегда солнечно, удивительно, либо так как-то совпадало, очень интересно, но мы сегодня здесь, и снова здесь солнечно, и будет сейчас еще и вкусно. Идем сейчас возьмем кофеечек, и заодно я покажу, как выглядит кафешка внутри, потому что раньше, как я понимаю, здесь была конюшня, и вот смотрим, что сейчас. Так, здесь отдельная комнатка для посетителей, но это не очень интересно. А вот как раз здесь, тут просто сидят люди, мы не будем немножечко наглеть. Потом, может, если освободиться, покажем. Вот тут такие всякие штуки сохранились, старинные. Класс, очень необычненько. Здесь прикольно, так здесь сзади меня два загона, бывших загона для лошадей, я так понимаю, которые сохранились наверняка еще с тех времен. А вот и вкусные вкусняхи. Обрати внимание, какие просто милые чашечки. Класс. Все вместе здесь у нас вышло 3 латешки и 2 пироженка, 18,80 евро.
Каждый раз так необычно сидишь и вот действительно окунаешься в эту атмосферу, которая происходила здесь раньше. И постоянно так удивительно, что настолько все сохранилось, потому что вот даже присматриваешься, там постройки 1508 года. И это прям, не знаю, иногда, мне кажется, мозг взрывает, что это сохранилось до сих пор и до наших дней. Что, пойдем купим что-нибудь вкусненькое и из свеженького хлебушка, либо булочки. Здесь вкусненький есть, точно знаю, хлебушек с изюмом. Он похож чем-то на пасочку, но это вот такой хлеб с добавлением изюмчика. Скорее всего, мы его и купим. Вот окошечко, и здесь все продают. А также здесь есть вот хлебушки на пробу, можно пробовать и выбирать себе из этого огромного разнообразия хлебов. Вот сейчас мы закажем какой-нибудь вкусный хлебушек. Cinnamon roll. Да, попробуем. And how much? It's €4. And we are on 650 and it goes with Okay. Yeah? Мы взяли хлебушек с изюмчиком и какую-то очень вкусную творожную штучку. Это будет нам на вторую локацию в дорогу. Замок круто отражается в воде. Можно увидеть просто два замка. Сейчас волна, иногда бывает здесь просто гладь, и это прям очень красиво. А здесь такая иллюзия, которая просто тебя переносит в какой-то параллельный мир. Вот так вот. И ты почти не можешь отличить, где ты находишься. Прикольно, это зеркало выглядит как будто бы вставленная картина на фоне замка, которая отражает тоже замок и природу. Прикольно придумали. Маленькая инсталляция, но она так прикольно вписывается вообще в этот пейзаж. А вокруг еще здесь очень прикольная, короче, идет второй слой рова. И вот такой красивый вид вдоль второго рова, и вот уже по осенней тропинке. Здесь так прикольно, и сейчас мы еще будем топать и придем к озеру. В прошлый раз, когда мы были, оно цвело. Посмотрим, как это, и все было такое, гладь зеленая. Посмотрим, как будет сейчас. А здесь как будто бы уже озеро покрылось льдом. Глянь сюда. Такое впечатление, будто здесь можно просто кататься на коньках против солнца, когда смотришь. Но на самом деле это просто цветет вода, и это все зеленое. И это была наша первая локация. А мы едем на другую локацию. И другая локация — это будет подвесной мост Skywalk Villingen, который натянут между двух долин, не имеет при этом опор, и высота его 100 метров. Достаточно экстремальненько, и факт считала о нем, что каждый четвертый человек не может пройти по этому мосту. Посмотрим, справимся ли мы с этим заданием. У нас все так же солнечно на улице, сегодня погода на нашей стороне, поэтому мы увидим мост во всей красе, потому что бывает так, что здесь туманно или мрачно, и из-за того, что эта долина, она полностью заполняется туманом, ну, либо какой-то мелкой моросью, и ты полностью не можешь разглядеть от начала до самого как бы дна долины всю прелесть этого места. Но нам повезло, и мы увидим. Мы прибыли на место назначения. Здесь вот у нас находится парковка. Здесь купить кофеечек с картошечкой, фришкой. И вот здесь можно сразу купить билеты. Билет стоит 11 евро. Тут на экране все равно ничего не видно. Будем озвучивать вслух. Да, билет стоит 11 евро для взрослого, для детей от 6 до 15, 8,50.
То есть на 3 человек вышло 30 евро. Раз, два, три. И теперь отправляемся с билетиками на вершину моста. В общем, нас еще ждет дорога вверх, достаточно крутая. Вот как раз заодно и согреемся. Потому что погодка солнечная хоть, но при этом она не теплая на улице, тем более учитывая, что мы в горах. Сейчас 10 или 9 градусов. Вдали, если присмотреться, вон видно уже мост натянут между долинами. Ага. Да, мы будем идти вдоль леса, и там будет очень тоже красиво. И можно, если в лесок зайти, увидеть кучу грибочков всяких, растений лесных. А вот и мост. Да, мы уже приближаемся к мосту, его даже уже видно отсюда. Мы прислоняем билетик и проходим. А вот карта, можно внимательнее посмотреть вообще, что здесь в этих окрестностях есть. Здесь на самом деле очень много развлекух. И подъемки, и канатные дороги, и подъемники. Что мы уже на мосту будем делать? Первые шаги и посмотрим, насколько это будет стрёмно. О, немножко пошатывает уже, лучше придержаться. Капец, как он шатается. Стрёмно. Но пока ты еще идешь в начале моста и под низом примерно метров 5, тебе еще не очень страшно. Вот думаю, на серединке уже будут другие ощущения. А вид какой потрясающий, просто невероятно. Мост уже раскачали. Честно говоря, оно выглядит абсолютно не страшно. Но в середине, в прошлый раз, помню, мне было не очень комфортно. Все-таки высота ощущается. Немножко заносит. Но так в целом не знаю. Пока еще ощущения действительно, как ты сказал, не стрёмные. Но нет ветра сегодня прям вообще. Да, кстати. Ветер, его прям отлично шатало. А сейчас просто люди шатают. Посмотри вниз. Отсюда, кажется, высота такая еще достаточно приемлемая. Да, не ощущается пока. Да, а сам прогиб, если посмотреть по мосту, то он будет вот именно... Да, там Еще столько же. будет, значит. Пройти еще столько же. Идем? 700 человек может находиться на мосту. мосте? На мосту. Одновременно? Одновременно. Больше, чем 700 человек, он уже обрывается. 100%, да. Давайте посмотрим сквозь решеточки. Как там стрёмно. Мы уже на самой середине, и я скажу, начинает уже щекотать по нервишкам. Да, достаточно стрёмно. Мы как раз уже вот именно в центре вот этого провисания моста. Ну что, мы почти герои. Мы прошли этот мост, и уже вот доходим до конца моста. Солнца уже совсем нет. Очень холодно становится. Но зато красиво. С разных сторон все такое все желтое. Ну как, кому страшно было? Нет,
Не, ну У меня в итоге подукачало. Аня коллекционирует татуировки. Мне Под понравилось. конец уже Понравилось. мне вот тут уже так. Мне очень понравилось солнце, Я что как вспотел. светит на всю эту долину. Да, Вот солнце здесь клёво. яркость красок, это просто... I dance like no one's gonna see, and I love like nobody can hurt me. You might think I'm a little strange, but I'm not gonna change. Oh no, sometimes I'm talking way too much, and sometimes I don't know how to turn up. You might think I'm a little strange, but I'm not gonna change. For you, for you, for you, I'm not gonna change. For you, for you. Ну что скажу, второй раз не так страшно, хотя достаточно волнительно было, когда ты только наступил на мост, и вот он немножко покачивался, и момент еще был стрёмный, когда мы подошли к середине, и вот если смотреть вниз, то прям, ну так, волнительно. В принципе, в остальных местах, когда мы гуляли туда и обратно, было уже, можно сказать, не страшно. Такое получилось у нас второе место. А мы на третьей локации. Как видите, я уже в привычном для себя образе. И расскажу, куда же мы приехали. Как я уже говорила, это озеро Хенезее. Но прибыв сюда, мы поняли, что нас ожидает небольшой сюрприз. Такого озера мы еще не видели, поэтому идем его изучать вместе и заново. Почему так происходит? Потому что уровень воды в этом озере регулируется плотиной. И поэтому мы можем наблюдать в зимний период времени вот такую ситуацию. Но даже несмотря на то, что мы не таким ожидали увидеть это озеро, оно все равно прекрасное в своем виде. Потому что даже когда смотришь вот прямо вдаль, ты видишь холмы, которые сейчас в невероятных красках, на которые наползает туча и просто поглощает этот холм и проходит дальше. Кратковременный дождик, который спускается и проходит. Также проплывающие мимо кораблики. Это все создает именно уникальность этого места. Еще раз подтверждает то, что в любую погоду, в любом состоянии это место имеет свою прекрасную энергетику и прекрасное чувство ощущения себя здесь. Когда мы приезжали сюда летом, здесь была по-своему классная атмосфера. Здесь приезжают много семей с детьми купаться, весь просто пляж, вот он превращается действительно в какое-то курортное место. Здесь можно арендовать САП, также плавает много парусников, много корабликов, на которых можно прокатиться, вот, поплавать полностью вдоль этого озера. Также очень много лодочек, где просто люди рыбачат, ловят рыбу там. Даже можем наблюдать сейчас, вон, если присмотреться, тоже сидит дядечка в лодке и рыбачит. В 50-х годах здесь создавали это водохранилище, и пришлось затопить 2 небольших деревни. Поэтому, когда озеро сейчас мелеет, то можно увидеть остатки фундамента и как бы этих деревушек и построек, которые там были затоплены. А вот мы сейчас переместимся на плотину и постараемся с этого места уже разглядеть. Может быть, нам что-то будет видно. А также вокруг озера есть велосипедная пешеходная дорожка. Можно приехать сюда с велосипедами покататься, ну, либо же запланировать себе такой хороший километраж и пройтись вокруг озера. Приехав в Германию, я действительно по-настоящему поняла, что такое осень, и влюбилась в нее. Раньше я не понимала эту пору года, она для меня ассоциировалась только с дождем и слякотью, потому что в Одессе нету таких лесов.
и такой разнообразности красок. А здесь это просто ты заново посмотрел на эту пору. И, конечно же, я теперь люблю осень, даже несмотря на то, что осенью идут дожди, и их очень много. Потому что этот лес осенний, он ни с чем не сравнится по красоте. Ехали на плотину, и дорога к ней такая красочная, вся рыжая, осенняя. Вот это гидроэлектростанция. А вот эти ступеньки, их 333 штуки. Сейчас будем их преодолевать, чтобы увидеть озеро с другого ракурса, уже сверху плотины. Time slipping through my fingers. Can't recall. Мы подошли к лестнице. Давайте поднимемся вместе. И ступенька раз. Триста 33. Это вид на озеро, а с обратной стороны вид на горы и деревушку. Ну, красота же, не так ли? Уровень не настолько низкий, чтобы увидеть наверняка остатки этой деревушки, но можно увидеть вот эти вот столбы, а это значит, что раньше на этом месте был мост через реку, и вот мы видим остатки моста. Это была наша третья локация. Надеюсь, вам все 3 места понравились, и нам удалось передать атмосферу и хоть капельку вас заинтересовать. Если видео было полезным, обязательно напишите комментарий и поставьте лайк. Я только начинаю свой канал, и для меня каждый от вас отклик будет ценный.